Всем привет! В эфире 10-й выпуск исторической разведки, и сегодня мы поговорим про следующее адыгское племя – это шапсуги. Итак, шапсуги – это субэтнос черкесов, проживавший в центральной части Краснодарского края. Свое название он получил от реки Шапсхо, которая по сегодняшний день протекает в 5 километрах восточнее от Джубги. В долине этой реки находились три древнейших рода именно племени шапсугов, от которых, в общем-то, и пошел, весь субэтнос пошел в дальнейшем. Впервые упоминание о них появилось уже в 18 веке, в 1724 году. Турки писали о том, что они разбили крымского хана и захватили его в плен в районе современной Пшады поселка, чем, в общем-то, привлекли внимание Османской империи. В русских источниках они появляются через 20 лет вместе со своими соседями ближайшими. Долина реки Шапсхо первоначально была их родиной, в дальнейшем они распространились по побережью от поселка Пшада условно до Лазаревского района Большого Сочи. И какое-то время они проживали именно вот в этих узких долинах. Но постепенно население росло, расширялось, нужна была земля, и они переселились через Кавказский хребет, вышли на его северную сторону и заселили территории примерно современного Горячего Ключа, Северского района, условно между рекой Адагум и рекой Супс. Таким образом, территория Шапсуги разделилась на большую и малую Шапсугию, как ее привыкли называть в источниках. То есть малая это была прибрежная Шапсугия, и так и назывались шапсуги, проживавшие там, прибрежными шапсугами, приморскими. И большая Шапсугия равнинная. Основной центр ее был в районе станицы Убинской, вокруг священной для черкесов горы Папай. Стоит отметить, что шапсуги вместе с натухайцами, о которых мы говорили в прошлом выпуске, по сути являются собой субэтнос по своим, скажем так, характеристикам очень схожий. То есть многие современники их совершенно не разделяли, считая их сплошным одним народом, одним субэтносом. Условно граница проходила по побережью, по Пшаде, по равнинной части это современная река Адагум. В остальных частях с севера, соответственно, они соседствовали с джедухами по реке Кубань, с востока с абадзехами, о которых мы поговорим попозже. А по побережью они граничили в районе Большого Сочи с племенем убыхов. Это субэтнос, который он сам по себе очень уникальный. Мы в отдельном выпуске о нем поговорим. К знакомым нам географическим названиям, которые относятся к шапсугам, относятся точки, расположенные на побережье Черного моря в Туапсинском районе преимущественно. Это такие места, как Шепси, Дедеркой, Макапсе, это так называемая Мамедова щель и Чимитокважи, а также река Шахэ, которая проходила границу между этими племенами. Значит, шапсугское общество, как и другие крупнейшие племена 18 века черкесские, относилось к высокогорным обществам, в которых своей аристократии как таковой не было, князей, я имею в виду, пши. Были аристократы мелкого такого пошиба, скажем так, на территориях аулах старшины, князья, скажем так. И именно у шапсугов это княжеское явление, оно достигло именно появления феодализации, то есть отношения между крестьянами простыми и рабами, которые становились впоследствии частью общества, и князьями, оно, скажем так, достигло той точки, когда расслоение привело к конфликтам. То есть князья, они как раз-таки занимались работорговлей, они занимались различными, скажем так, нелицеприятными для черкесов или для соседних народов делами, грабежами, набегами, а крестьяне, соответственно, занимались, в общем-то, землей. И поэтому вот это недовольство, которое возникало между этими двумя слоями населения, привело в итоге к конфликту, так называемой черкесской революции внутренней, о которой мы говорили во втором выпуске, которая привела в итоге к Безиюзской битве, в которой именно шапсуги были ядром, и именно за ними пошли уже соседние племена по той или иной причине. Произошло это следующим образом. У шапсугов существовал аристократический род Шаритлуковых, это довольно богатый род, у которого аулы были и в приморской части, и в равнинной части. Однажды одни из представителей этого рода обидели купцов, каким-то там образом, в общем-то, оскорбили их. А купцы эти были под защитой определенного крестьянского рода, тоже шапсугского. И, соответственно, это привело к столкновению. Шапсугские крестьяне
в свою очередь оскорбили там мать какого-то из Шеретлуковых, кого-то там избили. Все это повлекло одно за другим такие события, приведшие к активным столкновениям между аристократией и крестьянами. Многие из аристократов предпочли бежать на север к бжедухам, часть из них, там, объединившись в свою очередь с бжедухским аристократическим родом, отправилась в Петербург просить помощи у Екатерины II, значит, против вот этих крестьян восставших. Ну, помощь определенным образом была выделена, как мы знаем из второго выпуска, 3 отряда казаков и 1 медная пушка, которая очень пугала местных черкесов. Соответственно, собрались все эти стороны в районе речки Бзюк, и где и произошла битва между аристократами и крестьянами. Результат битвы был такой, что у крестьян были большие потери, огромные просто, и они, по сути дела, уже проигрывали, но в какой-то момент сумели убить главного, значит, аристократа, главного вождя вот этой вот сопротивления аристократического, и переломили ход битвы. То есть образовалась такая ничья, которая в течение последующих там 10-20 лет привела к полному исчезновению прав аристократов в среде вот именно шапсугов. К ним подключились еще натухайцы, соседи и абадзехи. Многим из них позволено было вернуться, но они растеряли свои, скажем так, преимущества. Ну, единственное маленькое преимущество оставалось в том, что, допустим, при каких-то разбирательствах судебных, допустим, при краже, если, допустим, условно лошадь украли у крестьянина и у аристократа, то штрафом за эту кражу был возврат не просто лошади, но и, допустим, в случае с крестьянином 2 таких же лошадей еще, а в случае с аристократом 3. То есть такое небольшое преимущество в экономическом плане, скажем так. Что касается взаимоотношений шапсугов с турками до прихода России на Кавказ, здесь надо отметить 2 момента. Во-первых, это религиозное, скажем так, влияние. Как известно из прошлого выпуска, как я уже говорил, шапсуги одними из первых приняли ислам и активно, скажем, насаждали его своим соседям. В результате чего у них даже произошел конфликт с натухайцами, когда шапсуги у натухайцев ломали, скажем так, символы христианства, а те в обратную сторону нападали на шапсугов и рушили мечети. Позже, когда начались активные столкновения России с Турцией, уже, допустим, в 1815 году турками предпринималась попытка объединить адыгские племена под эгидой борьбы с Россией. Засылались духовные старшины, которые должны были ходить по племенам и убеждать их в войне с неверными, в том, что Екатеринодар, только тогда возникший всего несколько десятилетий, нужно уничтожить и освободить Кубань от линии русских укреплений. Был в Турции поставлен ставленник Хасан Паша, который активно занимался этим объединением племен, но так и случилось, возник конфликт у него с шапсугами, как раз таки центральным племенем, которое отказалось выступать в борьбу с Россией, поскольку предполагала потерю своей независимости. Они предполагали, что попадут в большую зависимость от Османской империи. Они выступили против, напали на Хасан-Пашу и разбили, в общем-то, все эти отряды, посланные турецкими эмиссарами. В результате чего Хасан-Паша бежал в Анапу и оттуда уже выплыл обратно в Турцию. Когда шла война 1828 года с Россией, точно так же активизировались, опять же, все эти эмиссары, всячески подначивали черкесов нападать на русских, на Россию, но особого успеха не имели. И тем более, что Россия там тоже определенными дипломатическими мерами на них давила и, скажем так, заставила их отказаться от идеи нападения на русские владения. Конечно же, все изменилось в 1830-е годы, когда по плану Эммануэля было решено перейти от мирного покорения Черкесии к военному. Именно в шапсугских землях построены были укрепления Георгия-Афипская, и это Афипская, соответственно, станица нынешняя, и Новодмитриевская. Эти укрепления, они просуществовали недолго, поскольку план состоял первоначально в том, чтобы строить укрепления параллельно берегу реки и параллельно берегу моря. Соответственно, по старинным генуэзским дорогам от Анапы вглубь Черкесии. И в итоге военачальники поняли, что племена проще рассечь линиями от Кубани к берегу, а не параллельно. И план был немножко перестроен. В шапсугской части стали строить укрепления на юг
То есть это от Афипской до Пшады. То есть ряд укреплений строился с укреплением именно на побережье. В частности, на побережье строились такие крепости, как Тенгинская в районе современного Лермонтова, по сути дела в самом ядре шапсукских земель. Укрепления определенные были в районе Джубги. Головинское укрепление появилось и Вильяминовское. Вильяминовское — это современное Туапсе. Значит, по побережью Россия активно выстраивала Черноморскую линию, чтобы отрезать от турок, от поставок оружия и помощи, и в том числе наемников иностранных со стороны Турции, со стороны берега. Стоит отметить, что в рядах черкесов во время войны с Россией очень много воевало наемников из Польши, которая в это же время параллельно боролась за независимость от Российской империи, и, в общем-то, такие непримиримые бойцы, наемники, поляки, они воевали практически на всех фронтах, где Россия вела какие-то войны, в том числе вот в Черкесии. К концу 30-х годов были полностью укреплены и защищены линии от, соответственно, Кубани, от Краснодара до Джубги, до Пшады. И по побережью. По побережью, значит, самыми крупными стали крепости Новотроицкая, это в современной Кренице, которая, в общем-то, была уничтожена и не восстановлена впоследствии, и укрепление Михайловское. С ним, вот с этим последним укреплением связана такая история. Значит, к 40-м годам, когда в Черкесии наступил голод из-за тяжелой зимы, из-за того, что черкесы были отрезаны вот в ущельях от поставок, соответственно, начались нападения со стороны черкесов на российские военные укрепления активно по всей Кубани. И в шапсукских землях, в частности, вот, пострадали Вильяминовская Туапсе в Лермонтово, которые были полностью уничтожены черкесами. В равнинной части все было попроще, там как бы афипские укрепления, они отбились. С Новотроицким связано, с Михайловским связана такая история. Значит, в момент нападения там было всего 250 человек в строю и около 3000 человек в лазарете, то есть довольно малый контингент. Нападение произошло зимой в размере 11 тысяч человек, условно, примерно, по подсчетам. Шапсугов вместе с абадзехами напали на это укрепление, и его начальник, понимая, что он не справится с нападением, дал поручение одному из своих подчиненных, солдату Архипу Осипову, в случае, скажем так, полнейшей сдачи укреплений взорвать его. Соответственно, что он успешно и выполнил. Как только черкесы окружили основное ядро этого поселения, пороховой погреб, где находился, он, соответственно, этот пороховой погреб вместе с собой взорвал и положил вместе с собой там же около 3000 черкесов. Вот, укрепление было полностью уничтожено, но довольно кровавым способом. И современное поселение Архипа Осиповка с тех пор и зовется именем вот этого солдата Тенгинского полка. К концу 40-го года горцы, понимая, что все эти нападения приводят лишь к потерям и особо как бы не сдвигают позиции Российской империи, они немножко охладили пыл и приостановили нападения, но какая-то партизанская война, она продолжалась на протяжении еще всех последующих лет. В частности, сами шапсуги, они были одними из самых крупнейших противников. И в отличие от натухайцев, о которых мы говорили в прошлом выпуске, они не принимали вообще никаких, скажем так, предложений со стороны российских властей о замирении или переходе там, на сторону России. То есть народ выступал единым фронтом, единым мнением о том, что никто не пойдет сдаваться, никто не будет переходить под российскую власть ни под каким предлогом. И со стороны шапсугов это привело к тому, что в итоге они в 50-х годах, в конце 50-х годов даже заключили союз с Шамилем, который вел в Чечне соответствующую Кавказскую войну активно. Но, к сожалению, союз этот не устоялся, поскольку, в общем-то, российские войска удачно перекрывали всякое сообщение с Восточным Кавказом, черкесами и чеченцами, ингушами и дагестанцами, которые воевали в восточной части. Соответственно, в конце 60-го года, когда, в общем-то, Шамиля уже окружили и захватили, и в восточной части Кавказа война была окончена, шапсуги объединились с соседними племенами, устроили такой меджлис у них был на их территории в районе Туапсе. И на этом меджлисе они приняли решение об объединении всех черкесов в войне против России. Была заключена определенная там декларация, которой представители черкесов поехали в Европу и продвигали ее как вот такую борьбу, священную борьбу черкесов за независимость. Позже, кстати, в Сочи такой же меджлис происходил, где даже была написана черкесская конституция при поддержке английских комиссаров. Итак, со стороны России в начале 60-х годов, а в частности даже возьмем уже 63-й год, было принято решение об окончательном замирении военным способом.
соответственно, после Крымской войны, которая была принята уже новым императором Александром II. Александр II приезжал на реку Белую, встречался с представителями черкесов, предлагал им сдаться и перейти под российское владычество, на что ему ответили отказом, скажем так. Соответственно, было принято решение о наступлении с 3 сторон. Значит, в шапсутских землях наступление происходило по рекам Адагум на Пшаду, с Адагума на Пшаду. Второе наступление шло через реку Белую, примерно по современному пути через Туапсе, на Туапсе, в смысле от Белореченска, через Хадыженскую. И третий путь шел по абадзекским землям, о котором мы скажем уже в следующих выпусках. Но он, по сути дела, заключил в кольцо все черкесские племена в итоговой битве в конце самом. Итак, по Белореченской и Адыгумской линиям пошли войска, выжигая все на своем пути. Уничтожались аулы, уничтожались эти сады, выжигались специально для того, чтобы некуда было вернуться поселенцам. Вслед за ними шли казаки и тут же поселялись многие насильно на территориях бывших адыгских аулов, основывая будущие станицы кубанские. Соответственно, огромная часть населения была выдавлена, по сути, с равнинной части к побережью. Они отступали огромными толпами, шли к берегу. И буквально за год уже количество достигло огромных таких масштабов, то есть практически все население ушло, всего около 30 тысяч черкесов в северной части равнины сдались и были переселены насильно на территорию современной Адыгеи, где они, их потомки в единичном количестве проживают в Тахтамукайском районе. Большая часть, попадая на побережье, отступала в сторону Лазаревского. Многие тут же предпочитали садиться на турецкие суда и уплывать в Турцию. То есть это было уже начало такое мухаджирства этого черкесского в Турцию. К 10 октября русские войска вышли к Джубге, к Кренице, современные эти районы Пшада, в общем-то, захватив эти территории и выдавливая население дальше. И буквально за год, к 1964 году, большинство шапсугов было выделено в Сочинский район, выдавлено. Многие из них уже были, скажем так, переправлены в Турцию, потому что большая часть их предпочла уйти из России. По примерным источникам, около 300 тысяч человек шапсугов проживало до войны. И вместе с убыхами они, в общем-то, были окончательно покорены в 1964 году на территории нынешней Красной Поляны, где состоялся парад российских войск по поводу окончания Кавказской войны. В итоге, в течение 10 лет после этой войны какие-то части из шапсугов еще скрывались в высокогорных районах, но их в течение 2 лет оттуда выдавили, и практически там их не осталось, таких непокоренных. Около 5000 человек всего осталось на территории России. По настоящее время часть аулов в Туапсинском районе, в Лазаревском районе Большого Сочи, там именно проживают потомки шапсугов, которые себя определяют этнически как шапсуги, хотя и пишут при переписке население обозначает себя черкесами, просто как в целом, как общенациональный признак. Поскольку часть аулов осталась в высокогорной части Туапсинского и Лазаревского района, для них сделали в 1924 году в советское время отдельный Шапсутский национальный район, который какое-то время существовал, но потом был влит обратно в Лазаревский район Большого Сочи, то есть национальный признак у него был убран. Например, такие аулы, как Большое Псиушко, Маленькая Псиушка, Псебе, известные в Туапсинском районе, это как раз чистые шапсуги. Дополнительно отмечу, что к шапсугам относится бывший президент Адыгеи Хазрет Савмен, который, в общем-то, помнит и чтит своих предков. На этом все. В следующем выпуске мы поговорим про абадзехов. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!